Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так. Какая хорошая новость спешит в вашу жизнь? Я думаю, что все будут рады хорошим новостям, поэтому у нас 3 позиции, и загадывать нужно себя. Для начала сделаю вашу сигнификацию, в каких энергиях проживаете жизнь, может быть, что-то о вас, о вашем характере, чтобы вы себя узнали. Ну а дальше посмотрим, какая же хорошая новость спешит в вашу жизнь и что вам с этими новостями делать. Ну и мы начинаем. Двоечки, троечки, уходит в ожидание. Начинаем с единичек. Ого, чего себе! Итак, вы человек очень целеустремленный, интеллектуальный, образованный человек. То есть для вас прежде всего, да, в жизни вообще, это обучение, это чтение новой информации, анализ. То есть вы вообще любую жизненную ситуацию рассматриваете с точки зрения логики и анализа. Вы ничего не принимаете на веру. И для вас прежде всего это вот разум. Да, разум, а потом уже чувство. Значит, у вас есть дети, и вы к их образованию тоже относитесь очень щепетильно. То есть для вас очень важно, чтобы дети получили высшее образование. Значит, вы привыкли слушать. То есть в любом общении с человеком вы внимательно слушаете, что же он вам говорит. Анализируете внутри себя. Вы очень мало говорите, да, то есть вас нельзя назвать такой тараторкой, которая постоянно да, то есть вы слушаете. После того, как вы выслушали человека, вы замечаете какие-то моменты, да, что ему стоит говорить, что не стоит говорить. И как через этого человека, допустим, получить то, что вам необходимо. То есть вы идете в аркане маг, да, но это не токсичный маг. То есть это не манипуляция равно использование, да, других людей, а это манипуляция равно ну, просто какое-то, знаете, четкое распределение своих потребностей других людей, да, и возможности через них что-то делать, что-то получать, чтобы общение было таким, вы знаете, энергонаполняющим, а не опустошающим вас. Вот, значит, вы человек, который можете легко прервать такое пустотелое, пустословное общение с человеком, если вы чувствуете, что ваша энергия куда-то вот утекает в него. Да, то есть вы слышите, что, вернее, как не слышите, да, а начинаете ощущать, что теряете энергию рядом с определенным человеком. Вы можете с легкостью прекратить это общение. Вы никогда не будете подстраиваться под кого-то, да, вот лишь бы ему было хорошо, а то неизвестно, что скажут, неизвестно, что подумают. Это вообще не про вас. Вы всегда выбираете себя. Но возможно, да, возможно, вам пришлось пройти очень длительный путь в своей жизни для того, чтобы прийти вообще к этому образу мечевой королевы и мага. Да, когда вы понимаете, что вы хотите, и умеете это сделать, умеете обрезать ненужные связи. Значит, недавно у вас была какая-то история с мужчиной, скорее всего, женатым мужчиной, из-за которого вы недополучили выгоду или, знаете, как будто бы должность мог кто-то у вас увести, выгодный контракт мог кто-то увести из-под носа. Вот из-за императора, из-за мужчины. Это могла быть как любовная история, да, и из-за нее вы пострадали, можно сказать, так и рабочая история. Допустим, ваш начальник вас бортанул, не дал вам должность, а дал своей любовнице, к примеру. Вот, то есть какая-то такая история здесь присутствует. И присутствует еще, знаете что? Вы за кого-то в ответе. Скорее всего, разговор о детях. То есть
вы в ответе, допустим, за своего ребенка или детей, и вынуждены самостоятельно их обеспечивать. И вы понимаете, что вы не можете себе позволить лишнюю одежду какую-то, да, красивенькую, или, допустим, отдых в каком-то хорошем отеле, потому что вот детям нужны деньги. И здесь еще идут то ли ваши переживания об обучении детей, вот, то ли дети, может быть, закончили школу и нужно поступать в университет. Здесь вот какие-то такие переживания идут. И о деньгах, и вообще в целом, получится, не получится, поступят, не поступят. Для кого-то это будет очень актуальная информация. Хорошо. Узнали себя, я надеюсь. Давайте смотреть, какая хорошая новость спешит в вашу жизнь. Во-первых, в вашу жизнь плавно заходит девятка кубков. Это значит, знаете, период жизни, когда выстроен определенный комфорт, все понятно, денег достаточно, вопросы какие-то решены, дети пристроены, да, то есть если вы беспокоитесь о детях. И вот знаете, вы довольны. Период некого довольства, период некого ощущения кайфа идет в вашу жизнь. Это целый период. Открытие белой полосы происходит сейчас. Только это не полоса удачи, а полоса получения заслуженного результата. Вы долго трудились, вы долго что-то вкладывали, да? Может быть, имеется в виду как раз в детей, у кого эта тема актуальна, да? Может быть, в работу. Вы долго вкладывали, и вот теперь вы будете получать обратный результат. И он будет максимально положительный для вас. Дальше. Значит, вы узнаете о том, что какой-то мужчина, жезловый король, значит, который вас вогнал в дьявола, в созависимость по дьяволу, который, значит, ворвался в вашу жизнь просто на белом коне и завоевал вас, а потом, скорее всего, отношения с ним закончились. Может быть, человек вас бросил, да, то здесь прям конкретика идет. Вы узнаете, что этот мужчина получил по заслугам. Вы узнаете, что этого мужчину кто-то обманул. Может быть, он ушел к другой женщине, и она ему изменила. То есть вы узнаете какую-то весть, которая вас обрадует. Но это будет плохая весть для этого мужчины. Да, то есть события плохие для него, но это вас обрадует. Вы скажете, блин, каждый получает то, что заслужил. То есть у вас будет такой элемент, знаете, внутренней победы, внутреннего торжества. Какая-то большая радость, хоть она и такая, типа, ну, конечно, некрасиво радоваться, ну, блин, я радуюсь, черт побери. Вот так, значит. Дальше. Еще какая новость у вас пишет хорошая? Какая новость хорошая? Слушайте, ну десятка пентаклей, десятка кубков, девятка кубков. У вас здесь, короче говоря, закончился период темной ночи. Возможно, она была наиболее темна перед самым рассветом, но рассвет уже наступил. Значит, к вам идут деньги, к вам идет семейное какое-то благополучие. Если вы, допустим, замужем и ссорились со своим мужем, вы помиритесь, и ваша семья начнет восстанавливаться, и вот эти все связи, узы, забота друг о друге, да, это все начнет происходить постепенно, да. Вы очень скоро окажетесь вот в таком, знаете, саду благополучия, саду чего-то очень приятного, комфортного для себя. Но все это карты заслуженного
счастья, понимаете? Потому что все десятки, девятки, да, ну то есть девятка кубков, десятка пентаклей, это ведь не карты того, что это все свалилось на вас, это карты того, что вы долго работали, долго вкладывались, и вот наконец-то оно пришло. Может быть, вы пытались восстановить отношения с мужем и наконец-то увидите результаты. Может быть, вы пытались на работе заработать и наконец-то увидите результаты. То есть у вас сейчас начинается этот период замечания того, что все, что вы делали до этого, все это не зря. Вы начали получать результаты. Вот так. Хотел сказать, начали происходить результаты, да? На непонятном каком-то языке. Хорошо. Тут у вас прям вообще все замечательно. Совет для вас давайте возьмем. Совет для вас. Вот смотрите. Первое. Для того, чтобы до конца осознать счастье, которое идет, состояние полноты, кайфануть от того, что идет, вам нужно выйти из состояния жертвы. Сейчас вы считаете, что вас или кто-то обидел, или что-то несправедливое происходит в вашей жизни. И вот в этом состоянии, да, таком депрессивном, вы можете не заметить счастье, которое уже пришло. Понимаете? Потому что у вас здесь девятка кубков, она шла первой картой. Это хорошая новость, она уже происходит прямо сейчас. И ее очень важно заметить. Понимаете? И вам здесь говорят, для того, чтобы не прозевать период чего-то прекрасного, того, что вы получаете результаты вложенного труда, вам нужно выйти из состояния жертвы. Нужно перестать думать о том, что вас там кто-то обманул, бросил, изменил и так далее. И начать видеть вокруг себя положительные изменения. Вот, значит, дальше вам говорят о том, что здесь нельзя принимать какого-то мужчину, который возвращается. Может быть, как раз вот этот вот момент торжества у вас, да, вот когда мы смотрели хорошую новость, да, был момент торжества от того, что вы что-то узнаете о мужчине. Тут может быть ситуация такая, что он будет возвращаться, это какой-то возвращенец, да, бывший, соответственно. И когда он будет возвращаться, он вам расскажет о том, как его там выставили на деньги, как его бросили, как ему изменили. Ну и, конечно, все это с надеждой на вашу жалость, на то, что вы включите спасателя и примете его назад. Так вот, ваша задача здесь как раз-таки почувствовать триумф, а мужчину послать куда подальше. То есть здесь совет конкретно насчет этого. Да? Первое, выйти из жертвы, чтобы увидеть, наконец, положительные изменения в своей жизни, и мужчину, который будет вам жаловаться, улыбнуться, сказать, каждый получил то, что заслужил, и отправить его восвояси. Вот ваши советы на сегодня, мои дорогие. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки. Кто вы, что вы? Устали проходить постоянные уроки. Здесь говорится о том, что вы уже вся израненная, такая удрученная, скажем так, тем, что постоянно в жизни происходит что-то плохое. Приходят какие-то уроки, какие-то люди, которым нельзя доверять, да, которые приносят что-то откровенно плохое. Недавно вы вышли в жезловую королеву, то есть вы были в других энергиях, может быть, в кубковой королеве, да, как правило, оттуда выходят сюда. Значит,
из-за взаимодействия с неким мужчиной, причем это мужчина ваша иллюзия, этот мужчина ваша иллюзия, ваша мечта. Человек, который не является вашим, он или находится далеко от вас, или если близко, то это может быть какой-то там ваш доктор, юрист, да, человек, который оказывает вам услугу, или вы ему оказываете услугу. То есть это не ваш мужчина. Какой-то мужчина стал вашей иллюзией, вы стали о нем думать очень много. А может быть, была какая-то переписка, может быть, вообще ничего не было. И вот эти мечты о человеке и желание быть с ним, что вот вам нравился все больше и больше этот человек, да, притяжение возникало все больше и больше к этому человеку. Вот этот момент, да, включил в вас жезловую королеву. То есть вы стали замечать за собой открытие каких-то способностей, чувствовать других людей, их настроение, считывать их мысли, считывать события будущего, возможно, да, то есть у каждого здесь будет что-то свое. Но вот эти мечты, иллюзорные взаимоотношения с мужчиной вскрыли жезловую королеву. Но вы почему-то очень не уверены в себе. То есть вы не верите в свои способности, вы не верите в свою чувствительность, и вы как-то себя заглушили или пытаетесь заглушить. Вы пытаетесь сказать себе, что да нет, мне это все кажется, да это фигня, да вон они какие все эти маги, волшебники, экстрасенсы, да я разве ж похожа на них, да. То есть вот у вас какое-то сомнение в себе существует, но карты нам говорят, да, что какая-то такая иллюзорная история вскрыла в вас эту жезловую королеву, а ваше неверие ее закрывает. Понимаете? То есть ваше неверие в собственные силы, в себя, в свои способности, эти способности гасят. Ну вот так как-то. Такая интересная сигнификация. Давайте посмотрим, какая счастливая, хорошая новость спешит в вашу жизнь. В вашей жизни был человек, который разносил про вас сплетни, очень нехорошие сплетни за вашей спиной, при том, что этот человек мог улыбаться вам в лицо, а все это говорить где-то в обществе, да, то есть в обществе, где вас знают. Чертинка Лисочкина залетела в меня. Значит, какая хорошая новость идет, что этот человек уезжает, этот человек исчезает. Короче говоря, скорее всего, здесь дело или связанное с работой и с карьерой, да. Это женщина. Человек, который разносил сплетни о вас, это женщина. Эти сплетни, они разносились с определенной целью убрать вас с дороги. Да? Поэтому это или работа, убрать вас с дороги как конкурента, или это какая-то любовная сфера, да, возможно, вы боретесь за внимание одного мужчины. И вот эта женщина, она наговаривала на вас, возможно, этому мужчине самому, да, может быть, каким-то другим вашим знакомым. Здесь был человек, который наносил вам какой-то ощутимый ущерб словами. Так вот, этот человек скоро исчезнет из вашей жизни. Хорошая новость, что эта женщина или уезжает вообще в другой город, или уезжает в другую страну, или что-то она... Ну да, здесь просто уезжает.
Да, как бы пытаюсь поймать эту энергию в потоке, да, о чем же идет речь. Может быть, она уходит с работы. Если разговор о работе, да, она уходит с этого места работы. Но, короче говоря, из вашего поля, из того пространства, где этот человек вам вредил, он исчезнет, она исчезнет. С ней не случится ничего плохого, да, но скажем так, место для деятельности она вам освободит. Место для деятельности она вам освободит. И почему-то здесь говорится о том, что из-за этого какой-то мужчина по-другому станет к вам относиться. Или это действительно личные отношения, да, то есть у мужчины с ушей слезут, да, перестанут его напрягать, перестанут ему наговаривать на вас. И он немножечко как бы отрезвеет и посмотрит на вас трезвым, реальным взглядом, да, оценит вас. Или разговор о каком-то начальнике, и когда ваша конкурентка на работе отвалится, да, он наконец-то увидит вашу работу, увидит вашу значимость для себя, да, сколько вы делаете для предприятия, и вас оценит. То есть вот такая здесь хорошая новость идет. Дальше, значит, здесь идет новость, что с какой-то дороги к вам едет женщина. Женщина, с которой давно была поставлена точка в отношениях. То есть, может быть, вы поругались, а может быть, просто разъехались в разные города, перестали общаться по этой причине. Собирается к вам, очень многие здесь уже едет какая-то женщина. И вот карты, они, по сути, хотят вас предупредить, да, что, безусловно, это хорошая новость, что она едет, да, но они хотят вас предупредить, что едет она по аркану маг. То есть эта женщина привыкла манипулировать, она привыкла быть человеком, который управляет ситуацией. И поэтому вам говорят о том, что не надо расслаблять булочки свои, да, и не надо прям радоваться. Вот, наконец-то, старая подруженька моя объявилась, позвонила, написала и едет ко мне в гости. Не надо быть такой наивной. Здесь вот идет предупреждение, да, то есть мы с вами смотрим хорошие новости, и нам говорят, да, новость-то неплохая, что она едет, да, но есть какое-то но. И это но в том, что это властный человек, который захочет испытать эту власть над вами, да, и поэтому ваша задача это держать ухи востро. Значит, если вы замужем, здесь разговор еще о каком-то мужчине идет, если вы замужем, и к вам едет какая-то ваша древняя подруженция, да, или какая-то ваша сестренушка, которую вы давным-давно не видели, будьте очень-очень внимательны и приглядывайте за своим мужчиной, потому что здесь, в эту сторону, тоже могут быть определенные реверансы. То есть здесь вам дают предупреждение, мои дорогие, понимаете? К хорошей новости немножечко, ложечка дегтя добавлена была. Но не мною, да, не мною, а все-таки высшими силами. Давайте посмотрим совет для вас. Угу. Вы знаете, если вот эта женщина, которая должна к вам приехать, еще не едет, если она просто с вами связалась, как-то намекает, что она приезжает, давай встретимся, здесь вообще совет с ней не встречаться, если честно. Какая-то эта тетенька не очень хорошая. Понимаете, это не очень хорошая тетенька. Значит, совет вам следующий. Не начинайте то, что давно закончено. Сейчас ваша задача сделать правильный выбор. Вы сейчас идете по пути какого-то неправильного выбора, связанного с вот этой женщиной, которая собирается приехать издалека. Вам не надо ее принимать, эту женщину, потому что эта женщина дьявол, и намерения ее дьявольские относительно вас. Здесь скорее, знаете, в чем совет?
То, что вы сейчас считаете радостью, то, что вы считаете прекрасной новостью, вам нужно пересмотреть. Потому что отношение к этому нужно пересмотреть, потому что человек хочет вас использовать. Дьявол, маг — это не хороший человек. Вам нельзя доверять этому человеку. Если есть возможность не встречаться, лучше не встречаться. А если вы уже сделали этот шаг, здесь они говорят, что это неверный шаг, да, ваша задача не попасть под власть этой женщины. Ваша задача не стать ее жертвой. А как? Если она уже приедет. Если она уже приедет. Сказаться больной и не идти навстречу — прикольно. Для кого-то здесь напрямую сказаться больной, не идти навстречу. Для кого-то здесь держать себя в руках. Слушайте, здесь очень интересная фигня. К вам или собирается, или едет женщина, которая может вообще у вас удачу забрать. Вам здесь прям сигнальными флагами сигналят, что ни в коем случае не пускай этого человека, ни в коем случае не подпускай ее к себе. Она заберет удачу, она подчинит тебя, она заставит тебя сделать что-то, что ты не должна делать. Понимаете? То есть здесь вот прям предупреждение на предупреждение. И это не касается работы, это касается какой-то женщины, которая собралась к вам приехать издалека. Вот имейте в виду, прям четко как бы секите ситуацию. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Благодарю вас, мои дорогие. Такие сегодня хорошие новости были, да, по двум позициям. Смотрим третью. Троечки. Угу. Что случилось? Да, он ушел, а вы остались, да? Значит, здесь какую сигнификацию нам показывает? Вы прекрасная жезловая королева, можете быть напрямую огненного знака зодиака, яркая, видная женщина, красивая, сочная, вкусная, мимо которой не проходит никто. Тем не менее, попалась в лапы кубковому рыцарю, товарищу, который любит петь слова, да, петь комплиментики, какая вы прекрасная, сексуальная, любимая и так далее, единственная, уникальная. Вот, значит, попались вы к нему в лапы. Кто-то здесь денежек ему дал, кто-то оказал помощь, кто-то помог советом. Да? На самом деле многие считают, ну что там советом помогла, да? Что это за помощь такая? Это даже не ресурс, это даже не вложение. Да нифига подобного. Это огромный ресурс. Если вы уделяли человеку свое время, это самый бесценный ресурс. Если вы делились с человеком своим жизненным опытом, да, давали ему советы, исходя из своего опыта, если вы сопереживали ему, вкладывали свою энергию в эти переживания, это все огромное количество ресурсов. Вот, значит, поэтому использование, да, использование, это ведь не только про денежное использование или сексуальное использование. Использование вашей энергии — это тоже использование вашего ресурса. Так вот, здесь о чем нам говорят? О том, что вы вроде такая прошаренная, да, не глупышечка, не доверчивая, а очень даже умная женщина, вдруг повелись на какие-то комплименты, на какие-то песнопения. Возможно, давно этого не было в вашей жизни, да, и как-то вот захотелось поверить. А может быть, вы поверили сознательно. Не то чтобы поверили, да, а вот отпустили себя. Да, я себя отпущу и позволю себе поверить в то, что происходит. Да, такое тоже может быть. Значит, вы вошли в какую-то историю с мужчиной, который, безусловно, до вас абсолютно не дотягивает.
и с финансовой точки зрения, и с точки зрения эмоциональной зрелости, интеллекта, всего. Рыцарь и королева. Ну, это, конечно, не паш, слава тебе, Господи, да, но тем не менее. Короче говоря, пел он вам пел, обещал он вам обещал, и потом, как говорится, почалось. А почалось здесь что? Манипуляции, жесткие манипуляции эмоциями. То человек приближает вас, говоря вам, что лучше вас никого нет, вы самая уникальная, самая волшебная в его жизни женщина, то он уходит в тишину, в игнор, непонятные обиды с пустого места, да, как бы прыжки такие, знаете, человека. То он говорит о том, что он ваша жертва, что вы его используете и так далее. Вот. И здесь как бы то сильно близко вы к этому человеку были, то он вас отдалял от себя, пока вы не поняли, да, что все это игра, что все это какие-то манипуляции. И, скорее всего, вы здесь поставили точку во взаимоотношениях. То есть сейчас вы, да, остываете, скажем так, болеете, потому что вы еще в десятке мечей находитесь. После каких-то отношений, да, когда мужчина вот так вот себя вел, да, вот такие вот самые простые, но самые хлесткие манипуляции, да, это как удары по щекам. Вот когда мужчины себя так ведут, да, не отвечать на сообщения днями, например, да, или что-то такое ответить очень сухо после того, как он признавался вам в любви горячо. То есть вот эти вот все манипуляции, это как удары по щекам. Вы это пережили, историю эту закрыли для себя, но остались глубочайшие внутренние переживания, десятка мечей. Чувствуете себя убитой, собираете себя по кусочкам. Для кого-то это происходит прямо сейчас, вас очень много, да? А для кого-то вы только-только начали выходить из десятки мечей, да? То есть как бы вы себя собрали по кусочкам и начинаете заново жить. Да, как бы жизнь не закончилась. Хорошо. Какая хорошая новость спешит в вашу жизнь? Что-то волосы залезли, мешаются. А есть ли, девочки, лучше новости, чем деньги? А у вас как раз идут деньги. Королева Пентаклей у меня вывалилась. Угу, вот она прекрасно вышла. Тири-дири-дири-ди. Да, ну ее в баню, всю эту любовь. Когда есть деньги, как-то спокойней на душе. Какая хорошая новость к вам идет и спешит? Ну, первое. Значит, идет мужчина. Идет мужчина. Деньги, кстати, во вторую очередь. А сначала идет мужчина, жезловый король, нормальный мужчина, который в чем-то вам соберется помочь. Это человек, которого вы знаете, да, человек из прошлого. Это не обязательно бывший мужчина, ваш. Да? Это может быть знакомый, друг, сосед, который знал вас когда-то, одноклассник, да, опять же. Вот, значит, в вашу жизнь идет этот жезловый король, который чего-то там решит вам помочь. И его помощь, она будет вам действительно нужна, необходима, и вам бы надо ее принять. Да? Значит, но вот с этим мужчиной, жезловым королем, возможны отношения по товарищу дьяволу. Да, то есть как бы он ворвется в вашу жизнь, напомогает вам везде, подарков вам надарит, вы впечатлитесь и опять в омут с головой. Да? Вот, значит, здесь идет дьявол. Ну, хорошо это или плохо для вас? Мы все-таки хорошие новости смотрим.
Ой, слушайте, да, это хорошо для вас, потому что вы в жезловую королеву войдете, выйдете из состояния застоя какого-то. Короче, к вам идет новая страсть. Я не буду говорить, что это любовь, да. Идет новая страсть, которая вас, возможно, из вот этой десятки мечей вытащит просто как Мюнхгаузен себя за волосы вытащил. Дальше, да, после вот этой новости прекрасной идут к вам деньги. Идут к вам деньги. Значит, идет какое-то, знаете, здесь не сказано, что вот прям сами деньги идут, да, что они там наследство или заработки какие-то, или бизнес наконец-то начнет работать. Здесь говорится о вашем состоянии, что к вам подбирается состояние Пентаклевой королевы, когда вы видите, что все хорошо, что деньги есть, что у вас под попой финансовая подушка есть, да, может быть, вы расплатитесь с каким-то кредитом наконец-то. То есть у вас идет такое очень теплое, стабильное состояние финансового благополучия, финансового спокойствия. То есть состояние, когда вы за себя спокойны с финансовой стороны, да, с финансовой точки зрения. Все ок, говорите вы. Вот, значит, что еще идет? Что еще идет? Идет возможность стать императрицей. То есть тут, понимаете, какая интересная вещь? Мужчин здесь много. Идет вот этот жезловый товарищ, который там вас весь сбугораздит в дьявола, да? А есть еще пентаклевый, который уже как бы давненько есть у вас. И вот этот пентаклевый, сейчас он где-то на расстоянии от вас, и, быть может, он даже женат. Но этот пентаклевый решит делать какие-то шаги в вашу сторону. И скажет вам: а выходи-ка ты за меня замуж. Да? То есть какой-то разговор о том, что вы можете стать его императрицей, возникнет. Тут вопрос в том, что императрица перевернутая, да, и, возможно, вы уже не захотите. Возможно, вы и не хотели быть его императрицей, да, и не планировали ею быть. Возможно, вы вообще не хотите замуж, да, а может быть, вы вообще уже замужем, и вот эти вот все, значит, мужчины в вашем прекрасном букете, они вам нужны для развлечения, для того, чтобы наполнить себя энергией, да, скажем так. Вот. То есть здесь хорошая новость идет о том, что будет некое такое двусмысленное предложение, очень странное, да, стать чьей-то императрицей. Если вы замужем, этот может вам предложить: давай-ка ты разведись и выйдешь за меня. Да? Вы скажете: Господи, сдался ты мне 300 лет, у меня такой прекрасный муж. Ты что, не понял, что я играла с тобой, дружок? Да вот. А то у нас же только мужчины думают, что они играют с женщинами, да, как бы наивные. Вот. Короче говоря, вот это предложение идет, и тоже нам его выдают как хорошую новость для вас. Может быть, вы его давно ждали, да, может быть, вы давно ждали, но перевернутые карты, они как-то, знаете, настораживают всегда. Они говорят о том, что это, ну, не совсем то предложение, которое вам нужно, даже если вы его давно ждали. Какая-то будет псевдоимператрица, какой-то псевдомуж. Да, нафиг вам это все сдалось. Вот. Скорее, эта новость, она примирит вас с собой. Если вы 20 лет ждали предложения от женатого человека, да, и он наконец-то развелся и придет вам это предложение делать, вы просто внутренне успокоитесь, что это произошло. Да? Ну, все, значит, я не последняя в очереди, да, и так далее. Вот, что еще? Вам предстоит какая-то очень приятная поездка, возможно, с детьми, или, может быть, за детьми, может быть, детский лагерь. И это будет какая-то такая наполняющая, очень легкая поездка. Не сказать, что там будут происходить какие-то прям события, да. Просто это будет очень хорошая, кайфовая, веселая, радостная поездка, связанная с детьми. Хорошо. Совет для вас. Совет для вас, совет для вас, совет для вас.
совет для вас. Так, совет для вас. Но здесь четко как-то сказано, что вот эта история с каким-то предложением стать императрицей, да, здесь даже, смотрите, псевдоимператрица и псевдоимператор. То есть это не то, о чем вы думаете, это все будет не так, как вы хотели бы. Какая-то такая фигня здесь происходит. Значит, смотрите, ну, это предложение, наверное, не нужно принимать по двойке мечей. Здесь говорится о том, что есть много скрытых моментов, которые вы еще не знаете. И по сути, здесь надо как-то умело выйти из положения, не приняв предложение человека, да, как-то так, знаете, бочком-бочком отойти. И не ругаться с ним, и замуж не выходить. Ну вот что-то такое. Короче говоря, намек на то, что в этом предложении больше скрытых моментов и ваших заблуждений, чем истинной радости. Само по себе радостная новость, да, предложение от мужчины, предложение вместе жить, предложение выйти замуж за него, какой-то такой серьезный переход, да, но это иллюзия, все будет не так, как вы хотите, как вы думаете, представляете себе. Поэтому здесь совет мягко, нежно выйти из этой ситуации, не поругавшись с мужчиной и не приняв его предложение. Вот, значит, и как-то здесь намек на то, что скоро у вас будет новая любовь. Ну, наверное, вот этот жезловый товарищ имеется в виду, понимаете? То есть здесь намек на то, что не надо сохранять вот это старое с множество раз разбитым сердцем вашим, да, не нужно воспринимать это как свою победу, все, я наконец-то выйду за него замуж, потому что вас ждет новая любовь. Понимаете, вас ждет новая любовь, даже если вы будете думать, что, допустим, этот жезловый еще не пришел, да, и вот я сижу одна у окошка, как дурочка, да, что же я тут этому-то отказала. Тут вам не надо сомневаться в себе и не надо сомневаться во Вселенной, в том, что действительно идет тот самый человек для двойки кубков, для начала, да, для взаимной любви, когда люди думают друг о друге, идут друг к другу. Вот, то есть здесь какая-то такая история, вот такой совет. Безусловно, принимать решение только вам, мои дорогие, да, если любите того, кто сделает предложение, конечно, соглашайтесь, да, но тут есть подводные камни и обещание от карт, да, новых отношений, нового человека, который будет действительно полностью заинтересован только в вас. Ну, тут вот вам следует подумать, да? Ну что, такой сегодня получился разбор. Благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу вам пожелать только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!